Ну, не так, блядь, ребята, да. То есть, вот, блядь, анонс случился наконец-то, сука. Случился он, блядь, сука, еще 2 дня назад, но, блядь, видео делаю сегодня, потому что, блядь, сука, да потому что, блядь, опять сломал, сука, этот, блядь, блядский, сука, микрофон. Хотел купить новый, сука, да, нормальный, блядь, про. Но, сука, блядь, сейчас в магазинах никакой, кроме, блядь, соневских нету, блядь, сука. А заказывать, сука, да, блядь, да не важно, сука, главное, чтобы записать, да, блядь. Сука, блядь, сука, эти мрази еще, сука, блядь, провайдеры, блядь, сука. Да не важно, сука, вот, в общем, блядь, вышел, да, новую, сука, анонсировали, сука. Вот. Hi, I'm Joe Belfiore with the Windows team. We're happy to have you join in our Windows 10 technical preview. We've designed the tech preview so you can see what we're building as we're building it and tell us what you think. We hope to involve tech enthusiasts like you in our software development process over the next several months so that your feedback becomes part of the next version of Windows. Да, сука, блядь, ну очередной early access, да, блядь, сука, как, блядь, сука, в этом говне, блядь. Блядь. Before I give you a quick tour of what's in this preview, there are a few things you need to know. The tech preview is meant for PC experts who are comfortable downloading unfinished software. If this sounds like you, great. The first step, which you might have already done, is to download and install the tech preview. We recommend you install it on a secondary PC as it's still not finished and there will certainly be some rough edges. But we'll be updating it regularly. As a Windows insider, you'll get two benefits. You'll get more frequent updates with earlier but less polished software, and you'll have access to the Windows Feedback app from which you can send us comments directly. Да, сука, блядь, сука. Опять будут прислушиваться к мнению, блядь, сука, большинства, блядь, сука. Хотя все знают, да, что я, блядь, это научный факт, что большинство, блядь, состоит из дебилов, да, сука. И, блядь, сейчас все, блядь, пойдут эту демку скачивать, да, и напишут, блядь, идите нахуй, блядь, сука, Microsoft, да. Мы хотим Windows XP, блядь, сука, сборка, блядь, лонер XP, блядь. Сука, зверь, блядь. Register to become an insider at the URL on your screen. Keep in mind, the preview is still a work in progress. The design and feature set you see today only scratches the surface of what we have planned. We'll do a lot of polish and additional feature work until we're done. But one thing's for sure, by signing up, you'll be the first to take all of the new features out for a test drive. So, let's get started. Ну, в принципе, блядь, все понятно, да, то есть они, блядь, сделают еще больше упор, блядь, на объединение всех их функций, да, сука, от рабочих до развлекательных, сука, да. Да и, блядь, таки надо, сука, уже давно пора, да, потому что сидишь, блядь, сука, хочешь поиграть, блядь, и тебе нужно, сука, блядь, пересаживаться постоянно на Xbox, с Xbox, блядь, на ПК, блядь, да хуйня, блядь, неважно, да, блядь, хуйня все это, сука. То есть, блядь, я о чем, блядь, сука, блядь, да неважно, сука. То есть, блядь, можешь и на Xbox сидеть, блядь, и на ПК, и все, в принципе, одна хуета будет, да. То есть, блядь, все это all in one, блядь, сука, all in one, как они говорили, да, когда Xbox вышел, блядь. И, в принципе, это правильно, то есть нужно развиваться, блядь, нужно делать что-то новое, и похуй, блядь, на кретинов, да, которые говорят, что, блядь, верните нам, блядь, Windows, блядь, XP, сука. Да похуй, блядь. The first thing you'll notice is the familiar Windows Start menu is back. And we've tried hard to balance having a super familiar user experience with delivering terrific new improvements. In particular, including a space you can personalize with live tiles for your favorite apps, people, and websites. Вот, сука. Ну, смотрите, блядь, то есть все уже упростили, и, блядь, наконец-то, сука, блядь, сука, эта хуйня, блядь, будет нормально работать, да? То есть, блядь, 8.1, когда он, сука, только вышел, я, блядь, так обрадовался, сука, блядь, скачал, сука, да?
Блять, нажимаю, сука, а там вот это, блять, сука, плитка метро вылазит, сука, блять, и я думаю, что за хуйня, блять, сука, нахуя Windows носил, блять, сука, ставил, да, думаю, блять, будет охуенно, блять, сука, а, сука, получилось, как всегда, сука, блять, добавили кнопку, которая, блять, в принципе, делает то же самое, что, блять, значок, блять, выхода, блять, сука, в панели, блять, управления, блять, на клавиатуре, сука. То есть, блядь, это, блядь, не кнопка, сука, а макрос, которая, блядь, сука, тебе перенаправляет, блядь, туда, блядь, сука, куда не надо, блядь. Сука. Блядь, сука. О, блядь, вот, сука, добавили наконец, блядь, нормальную эту кнопку, да? Отключение, сука, а то, блядь, сука, на 8, сука, 8.1, блядь, она как-то неудобная была, сука, блядь, я все время плевался, да, блядь, в монитор. Сука, блядь, выключить не мог, блядь, бил, блядь, ноутбук, сука, блядь, сука, батарею, блядь, сука, блядь, а потолок выкидывал, блядь, в окно, сука, блядь, соседа пугал, блядь. Вот, блядь, и, сука, да, блядь. Вот, кстати, смотрите, вот они добавили, в общем, с Xbox магазина, вот, это... Да, сука, блядь, сука! Блядь, название, сука, значок магазина, блядь. Тут, в принципе, блядь. Да, сука, сделали, блядь, какой-то браузер, сука, на рабочем столе, да, то есть, блядь, сука, зайди на любимый сайт, почитать бипарам, блядь, прямо с рабочего стола, да. Ну, сука, удобно, блядь, хули, сука. Давно пора. Search is back, and we've put it both in the start menu and on the taskbar. So whenever you're looking for something, you'll get results from your PC, but also from the web. One of the biggest new features in Windows 8 was the Windows App Store. But when you ran an app, it was always full. Ну вот, кстати, как я говорил, в принципе, здесь можно уже, да, через Xbox-овский магазин все себе скачивать, да, все all-in-one, да, all-in-one, блядь. Сука, сидишь на работе, блядь, тычешься в Lumio, да, там покупаешь через тот же магазин, сука. Домой приходишь, блядь, включаешь Xbox, включаешь ПК, блядь, там все это скачиваешь, сидишь, смотришь, блядь. Я, кстати, недавно заходил, блядь, сука, в их магазин, купил себе, блядь, несколько этих сезонов, да, на сериал, блядь, сука. Да не важно какой, блядь, сука. В принципе, работает, ну не за что проверить, да, он, блядь, потратил 69,99, да, да похуй, блядь, неважно, сука. Сука, да, в принципе, работает, блядь, все на английском, да, в принципе, похуй, да, кто английский знает, тому похуй, блядь. Да, сука, блядь, сука, вот, блядь. В принципе, здесь же можно и игры покупать, я думаю, да. Optimized for tablet-type device. With Tech Preview, we're improving how store apps work for all kinds of PCs, including ones with or without touch, and for big giant screens. Thus, apps from the Windows Store now open in the same format that your desktop programs do. You can resize them and move them around. And they have title bars at the top, so you can maximize, minimize, and close with a click. Windows is great at helping people get stuff done. And one of the areas we're looking for feedback in the Tech Preview is multitasking. Let's look at some of these features. First, we've added a new Task View button, so you can quickly switch between all your open apps. Simple. We've improved the way windows snap so that it's easier and more powerful. When you snap a window, Windows will make smart suggestions on filling the available screen space with other open apps. You can also now have up to 4 apps snapped on the same screen. If you're working on a lot of different projects using different apps and files, try adding a desktop. Ну вот, блядь, сука. То есть они что решили сделать, да? То есть закосить под macOS, блядь, на Mac, блядь, сука, на macOS, блядь, сука. Все это сделать удобным, то есть, блядь, для кого это удобно будет? В первую очередь для тех, кто работает в 3D Max, блядь, сука, в фотошопе, то есть, блядь, если надо несколько открытых окон, блядь, для выполнения одной работы держать, то есть, вот оно, блядь, это особенно охуенно будет, знаете, где, сука, когда, блядь, монитор, да, сука, 2 метра, блядь, 150 тысяч, сука, а можно за 200, сука, купить, блядь, смотря как наебут, да.
Блядь, сука. Adding a desktop keeps things neatly organized for you. Or you can create a desktop for the things you do at work and a separate one for the things you do at home. Кстати, что охуенно, сука, здесь можно, блядь, сука, добавить еще не фуллскрин, да, игру, блядь, сука, запихать, а, блядь, ее вот так тоже поместить рядом с другими окнами и сидеть там, блядь, сука, стримить, кстати, будет гораздо удобнее, да, то есть можно смотреть и за состоянием записи и самой игрой, то есть все зависит теперь уже от того, какой большой у вас экран, да? That's a super quick tour of Tech Preview and just the smallest glimpse of what's still to come. If you haven't already done so, you can download the Tech Preview and sign up for the Insider program at the URL on the screen. Да, понятно, в общем. Ну, сука, блядь, я же говорил, то есть, блядь, Microsoft, да, не развивается, блядь, они стремятся сделать нормальный продукт, в принципе, уже давно пора, да. А вот эти, блядь, дебилы, сука, которые говорят, типа, вот, верните нам, блядь, Windows XP, сука, блядь, да пусть катится нахуй, сука. Потому что, блядь, сука, технический прогресс не стоит на месте, сука, это знали все, да? Это знали даже в совке, в принципе, блядь, да каждая вторая, блядь, книга, сука, блядь, об этом и пишется, сука, блядь. Типа, блядь, общество прогрессивно должно развиваться, блядь, постоянно, сука. А не сидеть на одном месте, блядь, и деградировать. Вот. И Microsoft, да, они пытаются подстроить все, сука, под современные вкусы потребителя, то есть, блядь, подстраивать свои продукты под то, что, собственно, хотят видеть люди. Но, блядь, сука, эти самобляди вечно, сука, весь прогресс портят, да, то есть они там пиздят, типа, о, блядь, сука, блядь, о, блядь, хуйсен, сука, блядь, 1080p в играх должно быть, нахуй, сука, ваш, блядь, Xbox, сука, блядь, нахуй ваш Windows, сука, блядь, у нас вот есть, блядь, сука, блядь, 1080p, сука, блядь, Beyond Two Souls, блядь, сука, блядь, мрази, блядь, сука, блядь, сука. Блядь, эти, сука, Microsoft ведутся, да, то есть, блядь, никто не покупает, говорят, типа, вот, блядь, Xbox говно, Windows говно, типа, блядь, сидеть лучше на Linux, да, сука, на PlayStation, блядь, и не играть, блядь, сука, в Steam, в говно, блядь, Индии, блядь. А на самом-то деле, все будущее здесь, блядь, все, сука, будущее в Windows 10, да, и в Xbox, блядь. Потому что скоро все сферы жизни, блядь, они объединятся в одно. То есть развлечения не будут далеки от работы, а работа не будет далека от повседневного быта. То есть вполне возможно, что сейчас мы идем к тому, что все прогрессивные люди будут работать на дому, блядь, брать всю работу на дом, выполнять ее дома, не одновременно смотреть телевизор, играть и... Ну, блядь, это как мечта, амбиция, да, и, в принципе, хорошая, неплохая. Но, блядь, сука, Microsoft, блядь, как всегда, они все это испытывают, блядь, на нас, да. То есть как объемывают, да, четко. Берут, в общем, блядь, делают бету, да, для планшетов, сука, Windows. Добавляют в нее, блядь, возможность использовать мышку, блядь, с клавиатурой и продают за, сука, за $1000, да. И называют ее, блядь, Windows, сука, блядь, сука, как там, Windows 8, блядь, сука. А потом еще спустя год, блядь, берут, блядь, пользовательские приложения и возможности, блядь, это пиздят, да, и выдают за свои, сука. Блядь. You know,
It always amazes me. It's kind of humbling to say this number, but there's about 1.5 billion people using Windows today, from kids using a computer for the first time, to writers and journalists like yourselves, engineers, gamers, CEOs. At some point, Windows has empowered each of us. Ну вот, блядь, в принципе, уже сейчас, если слушаться, они можно проследить их логику, их политику, да, по которой все движется. То есть Windows пользуются практически все, от ученых, сука, блядь, все школоты, сука, маслят, да, до грибников, да, то есть, блядь, все, абсолютно все. И поэтому нужно все это как-то дело объединять, все делать для устроить коммунизм, в общем, да. But we all know the world in which Windows has grown up has changed. Devices now outnumber people. Connectivity is oxygen. We take it for granted. In fact, on the Wi-Fi, the plane down here yesterday, the Wi-Fi was terrible. It drove our whole team bananas. Agility versus stability is a huge challenge for the IT pros we work with like never before. And no matter what machine we all walk up to, we expect our experiences to just work. For one audience, the world hasn't changed. That's our developers. Still too much to do and not enough time. I think we'd all say Windows is at a threshold, and now it's time for a new Windows. A few months ago, Satya articulated our company's new strategy. In the context of that new strategy, our new Windows must be built from the ground up for a mobile-first, cloud-first world. It needs to be designed for productivity in our customers' digital lives, and of course, in their digital work. And the new Windows must empower people and the organizations in which they work or participate in to do great things. Ну вот, в принципе, это вот я об этом, сука, еще, блядь, с самого начала говорил, да. То есть Microsoft идет к тому, чтобы объединить все функции, блядь, и сделать одну единственную сеть. Даже медиа какой-то, блядь, девайс, сука, или, блядь, операционную систему, а просто сеть. Где ты можешь использовать одновременно и свой телефон, с него покупать приложение для компьютера или для Xbox, сука. То же самое делать на Xbox, то есть все это объединить в одно, и, блядь, все аспекты жизни у тебя, блядь, сука, будут, да, сосредотачиваться в одном, блядь, сука, то есть коммунизм, строим коммунизм, да, вместе с Windows, сука, блядь, обдуренно, сука, да, то есть, блядь, сука, сделать определенную монополию, сука, и, блядь, пусть идут нахуй, блядь, сука. Блять, в принципе, все умные люди уже тогда все это поняли, блять, и только иммиграционные, сука, вот, которые, блять, сидят, нихуя не понимают, да, в технологиях, сука, в тенденциях развития и эволюции, сука. И они, блядь, продолжают пиздеть, типа, никому это нахуй никому не нужно, да, верните нам Windows XP, сука, Windows 7, сука, мы хотим, блядь, сука, блядь, того, что было 10 лет назад, сука, да. Хотя это невозможно, это как, простите, блядь, вернуть нам хвосты, блядь, и шерсть, сука, на лице, сука, и волосатые ладони, блядь. То есть это никому нахуй не нужно, то есть мы живем в прогрессивный век, век высоких технологий, блядь. Повсюду Wi-Fi, повсюду, блядь, интернет, и это нужно как-то ассимилировать, блядь, сука, и создать единую, блядь, сферу, в которой человек сможет, блядь, одинаково и быстро реализовывать свои все эти, блядь, сука, возможности. So let's talk about the new Windows. Еще, сука, жирафон, сука, пиздел, сука, да, типа, все это хуйня никому не нужно, блядь. Да, сука, блядь, единственное, что он прав, в том, что, блядь, это не нужно тем, кто такой же, блядь, жирный уёба, как он сам, сука. Now, what better place to start talking about the new Windows than the name?
This has been something which we've actually enjoyed the speculation online, reading about some of the articles that have been dedicated to what should the name of the new Windows be. Well, the natural thing for us is to name it in the chronological sense. We've done Windows 7, we've done Windows 8, now would be the time for Windows 9. Ну вот он сейчас говорит про название, да, вот как, ну видите, да, и, сука, блядь, они все так же ебут, короче, заурядную логику, да, как с Xbox One, да. То есть, когда Xbox One вышел, сука, я вот сам помню, блядь, сука, блядь, как многие, блядь, не поняли, все хотели, блядь, Xbox 720, блядь, а получили One. Сука, в принципе, интерпретировать это можно как угодно, в принципе, блядь, сука, это как любое христианство, да? То есть, блядь, все вроде читают одно и то же, блядь, а каждый понимает по-своему, блядь. Ну, сука, всем же похуй, да? То есть, блядь, обзор жирафона куплен, блядь, сука, всякие мрази, блядь, там пишут, типа, вот, блядь, сука, неправильно все, не должно так быть, блядь, по моей логике все не вяжется, сука. Да, блядь, с каких пор, сука, чья-то логика становится эталоном, блядь. Эталон, сука, это бибаран, эталон это добро, да. Эталон, сука, это когда, блядь, ты мыслительно, сука, выходишь за рамки, сука, дегенеративного, сука, блядь, мышления. Сука, не, блядь, не пиздишь, сука, что, блядь, Xbox One это, сука, нелогично, блядь. Все логично, сука, первый Xbox был, блядь, сука, просто Xbox, блядь. А Xbox One это Xbox единый, сука, all in one, блядь, вот, блядь. But we know, based on the product that's coming, and just how different our approach will be overall, it wouldn't be right to call it Windows 9. So, we're considering our one Microsoft strategy, Xbox, the names of our products like Xbox One, OneNote, and OneDrive, and it's obvious what the name should be, Windows 1. But unfortunately, Windows 1 has been done by the giants that came before us. So where does that leave us? We're at an inflection point in the history of Windows, where we can look at the technology that has positively impacted the lives of billions for decades. We're at a point where we'll carry forward all that's good in Windows and then step across into a new way of doing things, a new Windows. And because we're not building an incremental product, that new Windows is Windows 10. Ну, в принципе, сука, здесь, если как посудить, то, в принципе, цикл-то уже завершен, то есть уже десятилетия определенно пройдено. Это даже не десятилетия, сука, уже, сука, блядь, уже больше 10 лет, да, сука, все это говно работает, да. Да, уже 20, блядь, в принципе, многие, блядь, на свете еще, сука, не родились в то время, когда Windows появился, блядь. Я сам лично помню, да. Да, блядь, не важно, сука. То есть вот, сейчас основной цикл завершен, то есть сейчас пошло новое поколение, блядь, операционных систем, сука. И вот Windows по их логике, как я понял, в принципе, блядь, я не говорю, что я, в принципе, единственный прав, блядь, но это вполне, блядь, сука, премиумное мнение, блядь, потому что, сука, блядь, все начинается заново уже с объединения всех функций, блядь, в одно единое. И десятка это, в принципе, как с 1 до 9 идет один цикл, уже с десятки до 19 идет другой. И вот, в принципе, вся эта логика. То есть это уже новое поколение операционных систем. Ну, это как можно воспринимать. Хотя на самом деле, в принципе, это будет та же хуйня, что и восьмерка, блядь. Только уже, блядь, сука, пропаченная. Windows 10 represents the first step
you guys need a sec? You guys are... Okay, yeah. All right. So Windows 10 represents the first step of a whole new generation of Windows. Вот, сука, как я говорил, сука, блядь, это новое поколение, блядь. Windows — новое поколение, сука, блядь, операционных систем, блядь. Experiences to allow customers new ways to work, play, and connect. Windows 10 embodies what our consumer and our enterprise customers are demanding and what we will deliver. Windows 10 will run on the broadest type of devices ever, from the smallest Internet of Things to enterprise data centers worldwide. Some of these devices have 4-inch screens, some of these devices have 80-inch screens. Ну, блядь, сука, ну я, блядь, постоянно об этом говорю, уже несколько лет об этом говорю, да? Но, сука, блядь, никто не слушает, блядь. То есть, блядь, Microsoft все это объединят, и скоро, блядь, в принципе, будет неважно, что ты, сука, с Lumia ходишь, блядь, или, блядь, сидишь у компа, блядь, сука, или Xbox. То есть, все будет одно и то же, только немного другой интерфейс, а функции максимально одни и те же, да? Сука, блядь, можно будет, блядь, сука, делать все, управлять всей своей, можно сказать, деятельностью, да? Блядь, только, блядь, пару нажатий в телефоне или, блядь, пару кликов мышью, блядь. И это, сука, именно то, что, в принципе, блядь, развивает в нужном современном ключе, блядь, это культуру, развитие технологии, сука, идет к следующему поколению, блядь. То есть вот это реальный next gen, сука. Вот это реально next gen, сука, а, блядь, сука, не Sony Gas, это говно, да, блядь, 1080p, да. То есть в чем next gen, сука, Xbox One? Next gen Xbox One, сука, именно в том, что он, блядь, первый шаг к развитию, блядь, сука, технологий, как медиа, объединение медиа, сука, с рабочими приложениями, сука, и домашним блядь, сука, по-русски, сука, я не знаю, блядь. С домашним медиа, сука, похуй, блядь, неважно. Some don't have any screen at all. Some you hold in your hand. Some you sit 10 feet away from and you use with a controller or gestures. Some are mostly touch pen, some mouse keyboard. Some devices switch between input types. We're not talking about one UI to rule them all. We're talking about one product family. We're a tailored experience. Да, вот как я, в принципе, говорил, это будет одно семейство, то есть это не будет одно и то же, то есть, блядь, у вас не будет, блядь, тоже хуйни, что, блядь, на ПК и, блядь, на Lumia, да, но будут объединены функции, сука, и, блядь, все это будет сохраняться в едином облаке и управляться с одного аккаунта, блядь. Да, в принципе, блядь, он будет одну и ту же хуйню нести, сука, я думаю, да. Блять, если надо, сами потом посмотрите, сука. The reason that we're getting out early and talking to people and showing builds now is that we want to engage our enterprise customers. And so I'm going to focus on the core experience of Windows 10. And I'm actually not going to spend a bunch of time on fanciful end-user features. So think of this as we're sort of getting into the engine room a little bit and looking at the basics of how Windows 10 will work and how our experience will span the device types that have been evolving in the PC space for a while. So I'm not going to show things like new Internet Explorer. I'm not going to show music and videos. I'm not going to show more consumery features. We'll talk about those later. Instead, we're going to focus on the core experience and how the PC is evolving, in particular for users in businesses. Okay? So that's Вот он, в принципе, говорит, как обычное использование ПК будет, блядь, эволюционировать, сука. Да, блядь, все одно и то же, сука, что-нибудь новое расскажи, блядь. At the top are the pinned apps. In the middle is the most used list. Same concept on Windows 7. And so, start menu and change its size. I can make it short and stout if I would like, or I can pull it up here and go for the tall look, which during the rehearsal everyone reminded me, for me,
going to higher heights is generally something I should try to do, so I'm going to configure my start menu in the tall mode. And so you get the idea. Some of the new benefits in Windows 8 are blended into an experience that's familiar to Windows 7 users, and we're trying to hit this balance in just the right way. Ну, в принципе, блядь, не увидели, сука, можно будет настраивать, да, меню пуск, сука, менять размер, блядь, и, блядь, какие окна будут там. Да не важно, блядь. There are some nice things, though, and I'm going to start getting into a little bit of detailed nuance because I want you all to get a sense for the depth at which we've been thinking of this and the kinds of things that we're going to get data on people's use when they eventually start trying these builds. So the first thing I'm going to do, something that many Windows 7 users are familiar with, is just grab the window and pull it over here to the side to snap it. It's handy, it's a nice thing that a lot of people do, but not everyone does. Voila, it just works with a store app. And of course, if I go launch a classic Win32 app, here I have OneNote 2013, I can do the same thing, and you notice it snaps to fill the available space, and a nice little polished thing that we've heard Windows 7 users asking for, making it easy to get these two windows laid up in the way I'd like. So that's a quick example of getting the new app platform value to exist and be present in a way that Windows 7 users will feel super natural with and will value. In fact, one way to think about this that's a change in our philosophy. In Windows 8, when a user went and launched a modern app, it sort of carried with it a different environment. They went into the modern UI environment, which at first didn't have the taskbar and offered different ways of switching between apps. And when they launched a desktop app, it took them to the desktop environment. We don't want that duality. We want users on PCs with mice and keyboards to have their familiar desktop UI with a taskbar and a start menu, and regardless of how an app was written or distributed to your machine, Это понятно, сука. This does present an interesting problem for how you deal with two-in-one convertible devices, but I'll talk about those later. The next thing I want to get you to think about as you think about these hundreds of millions of Windows 7 users and these hundreds of millions of Windows 8 users is the diversity of that audience. And that is a diversity both of people and their capability, but also of device types. Some of them are mouse and keyboard without touch, some are convertibles, and some are mostly touch. And I want to talk about how we're adapting this core experience to handle that diversity of users and diversity of devices. So the first thing I'm going to do is sort of talk about multitasking. And if you think about novice, down here we have novice users, and they scale up all the way up to people who are stock traders with multiple displays running lots of apps at the same time. If you think about novices, today they use the taskbar to switch between apps, and that works nicely. But they miss out on a nice graduation into more visual and powerful ways of multitasking. And one of the things that we want to do in Windows 10, in particular as we get the App Store, is empower those novice users to walk their way up the scale and get better at multitasking. So down here on the taskbar, you'll notice a new button. This is currently called Task View. And it's a way for novice users to work their way up to more powerful and capable multitasking with all of our new apps. So when I click this Task View button, we jump into our Task View. And you'll see I ran a OneNote app and I ran a Mail app. There they are. Interestingly, the OneNote app also launches a Send to OneNote app. And now it's visible here. And if I want to close it, I can just go there and click Close in the Task View. So the novice can just click the button and have a visual way of seeing all the windows that are open and running on their PC and switch between them. But the second thing we've tried to do is scale them up into really taking advantage of apps from the store of all different types, working in interesting configurations. So down here, we now support multiple desktops. And this whole time I've been working on this desktop, but I've had a couple of other desktops already pre-configured. So Да, сука, это надо было раньше делать, сука, блядь. So over here, as an example, I tiled classic Win32 Excel with a store app for Dynamics. And imagine the scenario, I'm working on expense reports. So Блядь, ну как я говорил, сука, можно будет, блядь, сука, блядь, работать и, сука, следить за всем, что происходит, блядь, и еще это, блядь, можно, блядь, будет делать, блядь, сука, блядь, везде и всегда, блядь, сука, блядь, блядь. Snapped one to the left and I snapped one to the right, and now I'm working in the we call Snap Assist. Once I've snapped one window,
If there's a choice of a bunch of other windows, we present a simple UI where the user just clicks on the one they want. So here I've got PowerPoint, and if I now want to grab stuff from Word, I click Word, voila, the windows are tiled. And И, кстати, блядь, сука, вот это все выглядит, да, блядь, в принципе, в идее там, блядь, охуенно, да, сука. Ну, блядь, я уверен, сука, что, блядь, многие не поймут просто за сука. Будут пиздить на форумах, типа, вот, говно, блядь, сука, куча всяких окон, блядь, все это не нужно, блядь. Блядь, сука, диспетчер задач хотим, сука, нормально, удобно, сука, блядь, там, блядь, альтап, сука, всю хуйню, блядь, сука. Но, в принципе, они все это просто развивают, а так все остается тем же самым, что было, да, то есть ничего кардинально нового они, блядь, не приносят, сука. Они просто упрощают, блядь, немного видоизменяют, блядь, рабочий процесс, сука. И получают то, что, блядь, в принципе, мы видим, блядь. Ну, сука, блядь, в первое время, сука, блядь, это будет, блядь, неудобно, сука, я помню, как я, блядь, сука, это говно, блядь, сука, Windows 8, сука, блядь, купил RAM на торрентах, блядь, сука. Да, блядь, сука, и в принципе, блядь, ну, не совсем комфортно по первое время, блядь. Да неважно, сука, люди, сука, блядь, существа такие, которые привыкают ко всему, блядь, так что это, в принципе, похуй. Let's say I'm even more advanced and I've been working in my Word document, now I want to do web research. I can pull this up here in the corner and choose my web browser, and now I've got a snapped web browser in a layout like this. And then last, of course, to sort of complete the story, I can grab my PowerPoint, hit my File Explorer, and now I've got this tiled up. And you may say, this is a rudimentary and basic feature. I agree. We don't think this is world-changing, but it illustrates the point that for Windows, we need to address this breadth of users, from novices working up all the way up to advanced users, and we need to address a breadth of hardware. You'll have a chance to play with these systems over here with very large screens, and you'll see when you get on a high-end PC, this configuration really works. And so having multiple desktops with windows laid up like this, Да, блядь, сука, да то есть оптимизировали, блядь, ту хуйню, которую нужно было делать раньше, сука, которая работала, блядь, для этого, сука. Can make people more productive as just a nice basic part of our core experience. I Alt-tab to Excel to do my expense report. I jump over to the desktop and I see annoying about the current Windows command prompt. Like, you can't Control-C to copy and Control-V to paste, and the keyboard shortcuts that you have in your muscle memory for selecting text don't really work the way you'd expect. So what I'm going to do here is I'm going to switch back over here to my Mail app, where you will maybe have already noticed. I have this mail from Dave Barnett, who's been working with our IT team creating experimental line of business app installer scripts, which I've downloaded, and I haven't got them working right. He wants me to send him a directory listing of what's in this folder. So I'm going to Control-C to select that. I'm going to come back here to the command prompt. I'm going to type CD to change directory, and then Control-V to paste. Hit Enter. I'm going to do a dir. There's my directory listing. That was not so easy with the old command prompt. And now for those of you with keyboard shortcuts in your muscle memory, if you want to select 6 lines of text going up, what button do you hold down? What key? Come on. Shift. Thank you. So I'll hold down the Shift key and up arrow. And if you want to select by word, what key do you additionally press? To select by word. Come on. Control, thank you. So yes, now I can Control-Shift and go through here, select the stuff in my command prompt, hit Control-C, Alt-Tab, back to my mail, reply, paste, voila, job done. Simple. And I know this is a niche, geeky feature, I understand, but we wanted to illustrate the point again, that for Windows we have this huge breadth of audience, and we want to deal with these different input methods, keyboard, mouse, touch, in a way that works for everyone. And by the way, we wanted to show something that you didn't already know about and had read about a ton, so command prompt was so that gives you a look at the core experience, not talking about cool new consumery features. That comes later. I've talked about keyboard and mouse. I've talked about keyboard. Now let me wrap up by talking a little bit about touch.
It's easy to go and do these demos and show the start menu coming back and this familiar user experience for Windows 7 user and say, oh, is Microsoft giving up on touch? Absolutely not. We're not giving up on touch. And what we have is a problem of massive numbers of users who know Windows 7 well and a massive but smaller number of users who know Windows 8 well. We need a UI that works for that audience to move all the devices forward. So what I'm going to do, I want to show you a few things that we're doing. This is not final UI, but we want to support those Windows 8 users that have touch machines and are getting a lot of benefit out of them. And some of you have lived through this, so this will resonate with you. The touch features that we know are working super well. Scrolling. People find scrolling on a touch screen to be incredibly fast and efficient. They're familiar with it on their mobile device. On a PC, it just works. It's great. Pinch zoom, same thing. It works great, efficient. People love it. There are a few other things when we first started doing these Windows 10 builds and we were changing the UI that we took out and we got negative feedback inside our team because we learned that people were using touch for some other shortcuts. One in particular was swipe right, settings, and then choose a Wi-Fi network. And initially, we knew we were evolving this UI and we took that out. But after getting feedback from people, we put it back in. So here you'll see in this build, when I swipe right, the charms bar is still present. Now I want to tell you, we plan to change this UI. The literal UI, we expect to evolve and not be like this. But I wanted to illustrate that we're committed to supporting these touch scenarios because we have great belief in touch on these devices. Блять, сука, блять, как мне всегда, блять, сука, окно бесило, да, сука. Я вот почему, сука, блять, удалил в прошлый раз, блять, Windows 8, да? 8.1, потому что, блядь, сука, они вот эту, блядь, кнопку пуск, сука, макрос, блядь, ебучий, сука, заменили, сука, блядь, блядь, сука, значок ебучий, блядь, сука, блядь, мрази, блядь, подонки, сука, поставили, да, макрос, блядь, вонючий, сука, блядь, в это гребаное окно, блядь, а вот, блядь, сука, хуй выключишь, блядь, сука, в принципе, блядь, сука, по-моему, они ту хуйню убрать хотят вообще, блядь. И сделать, сука, поудобнее, и оставить эту, блядь, хуйню, да, только тем, кто, блядь, сука, будет пользоваться, блядь, ультрабуками, блядь. Блядь, ноутбук, планшет, блядь, сука, в одном, блядь. People more productive across the board. So I can still swipe right, choose settings, and configure my Wi-Fi. The way we're going to evolve is different than the task switchers. The closed boxes are shown. So if I want to Да сука, блядь. you'll get a sense of what I mean by this. So here we have a device that's convertible, and normally it's used like a laptop. So here I've got a mouse pointer, I'm using the mouse, I click start, I get a start menu, I launch mail, here's a universal Outlook, it runs in a window, just as I've been showing you already. Now when I remove the keyboard and mouse, it prompts, should I enter the tablet mode? And when you say yes, the app is maximized, the taskbar adds a back button for switching, and when you touch start with your finger, вот, сука, блядь, наконец-то, сука, блядь, сделали, сука, то, что надо было сделать, блядь, сука, 8.1, сука, 8.1, сука, надо было сделать, да? Сука, то есть, блядь, чтобы, блядь, система, сука, понимала, с чего ты сидишь, блядь, сука, с клавиатуры, с мышью, блядь, блядь, либо, блядь, с планшета, сука, блядь, сука, блядь, сука. Ну вот же, блядь, вот, сука, так все должно было работать, блядь, сука. it switches itself into the large start mode so that it's really easy for you to pick other apps and navigate around and launch them. So here we launched OneNote. OneNote it knows that it's in the touch mode, so the UI adjusts. I say new page, and I can do something like use the pen to ink right in my OneNote. If I want to switch apps, I can go back to start, or I can use the familiar taskbar that I've known for years, and I have a simple, convenient way to do this. When I bring the keyboard and mouse back, I'm prompted again to exit tablet mode, and when I do, the start menu comes back to its small mode where I last left it, and the apps that I ran are still present on the device in their windowed mode because now I'm using it like a laptop. Блять, охуенно, сука. Да, блять, сука, вот, блять, сука, это надо было делать еще, блять, с 8, блять, Windows, блять. Сука, блять, вот чего вы ждали, сука, мрази, блять, сука. Блять, сука, блять, сука.
Блять, вот как всегда, сука, выходит, да, то есть, блять, они, блять, на нас это, блять, тренируют, блять, сука. Что за хуйня? Да иди нахуй, сука, пидор. Пидорас, сука, блять, пидорас, суни, блять, сука, мразь, блять, сука. Да ты нищеброд, сука, блять, если ты, блять, нищий, сука, бомж, блять, иди живи на помойке, блять. Сука, блять, сука. Да, блять, сука, пидорасы, блять, сука. Сука, блять. Сука. Да, блять, пидорасы, сука, блять, сука, не понимаете вы ничего, блять. Сука, блять, единственная операционная система, которая пытается как-то развиваться, блять, сука, и оптимизировать, блять, сука, рабочий процесс, сука, блять, сделать все, сука, блять, и, блять, таким, чтобы, блять, можно было все свою деятельность, блять, ему, блять, сука, этот как швейцарский нож, сука, блять, ему, блять, ну, блять, сука, блять, сука, мрази, блять, мрази, пидорасы, сука, блять, сидят, сука, блять. Блять, сука же видно, сука, пидорасы, блять, сука, гниды, блять, сволочи, сука, скоты, блять, скоты, сука, блять, миллионы погибли из-за вас, блять, сука, не даете развиваться, блять, нихуя, сука, блять, не видите, блять, ничего, сука. Блять, сука, ну я же говорил, сука, блять, верните видос сука, блять. Ублюдки, блять, да идите нахуй, сука, мрази, блять. В принципе, вот, блять, сука, охуенная винда будет, блять, сука, я не гарантирую, блять, но я так, блять, сука, считаю и, сука, похуй, блять. Сука, блять, надо уметь смотреть в будущее, сука, а не сидеть на жопе, как деградант, блять, сука, блять, суни, блядь, и маслята, сука, блять, безмозглые твари, блять, мрази, сука, блять, ублюдки, сука, блять, пидорасы, сука.